Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про двух маленьких котят, которых зовут Зося и Дульсинея, ну или Дуська, сокращенно. Сразу хочу предупредить, что с малышами, котятами все хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история с того, что как-то раз под кустом я нашел маленького котенка. Рядом с домом стоял кран, работники таскали что-то в соседний дом, шум стоял на весь район. А он забился под куст, такой сидит перепуганный маленький ребенок. Люди сказали, что котята там со вчера, и мамы рядом не было. Сказали, что их было двое, и даже показали мне фотографию. На улице был такой шум, что ничего не было слышно. Кроме работающего крана, иногда криков рабочих. Я прошелся вокруг, второго котенка нигде не было. Я забрал. Ну, это тоже еще из этих кровей, да? Из соски. Да, еще не очень. Я думаю, что совсем недолго. А? Совсем недолго. Симпатичный? Очень. Так прижался. Я взял малыша на руки. Он пытался шипеть, но потом понял, что это бесполезно. Ну, в общем, я забрал его домой. Дома я положил малыша в переноску. Это была девочка. Очень симпатичная кошечка. Я попробовал дать ей поесть, но она отказалась. Она не хотела ни есть, ни пить. Покажи, посмотри, хоть пацан девка. Покажи, кто ты. Девочка. Девочка, моя девочка. Дай мне суй морду. Все, сиди, отдыхай. Вот ты любопытная морда. Я вернулся за вторым котенком. Пошел искать второе счастье. Я знал, что их было двое, потому что я видел фотографию, на котором они сидели вдвоем, под тем же кустом, там, где я забрал первого котенка. Я еще раз осмотрел все дорожки и кусты, котенка нигде не было. Я заглянул в то место, там, где сидел первый котенок, и вдруг я вижу, между ветками торчит хвост. Только хвост, это то, что было видно. Этот куст с очень толстыми ветками, почти как у дерева. Когда-то давно, когда строили забор, часть бетона попала на толстые ветки и застыла. Так вот, котенок сидел между ветками и застывшим бетоном. Он сидел в очень неудобном месте. Хвост. Ну, как туда залез? Как тебе вытащить дверь оттуда? Как его теперь вытаскивать, я не знал. Я попробовал вытащить его назад, но он от страха забивался еще глубже. С другой стороны выхода не было. Каждый раз, когда я пытался его вытащить, он забивался все дальше под бетон. Я попробовал приподнять камень от дерева, но ничего не получилось. Нужно было как-то сломать бетон и сделать это так, чтобы не задеть котенка. Я просто так не вытащишь. Я пошел в машину для того, чтобы взять ломик. У меня есть такой небольшой ломик-отвертка. Я хотел попробовать отломать часть бетона и его достать, но потом передумал. Просто потому, что он сидел в очень неудобном месте. Можно было задеть котенка. То, что я делал, я потихоньку расшатывал некоторые камни с другой стороны. У меня получилось вытащить руками небольшой кусок бетона. Когда котенок увидел выход, он стал пятиться назад. Он не хотел вылазить оттуда. Он боялся шума на улице. Я стал как бы его поддерживать с двух сторон, направлять. Он сдвинулся немного вперед, а я заполнил рукой свободное место. Малыш полез вперед и практически сам, без моей помощи, вылез наружу. Немного пошипел, но мы уже пуганые, так что не страшно. Вот, стой. Вот. Вот. Не получилось. О! Здравствуйте. Еле вытащил их. Ну ты что, он там застрял? Он, да, застрял там. Ага. Кто там смотрел, а? Пундик.
Две гибки. Вот, слухай, тихо. Узнаешь? Кто это, узнаешь? Ну, вялая, мне кажется, она там долго сидела. Я еле вытащил. Если бы не полезла вперед, я бы не вытащил. Еле-еле. Прям под бетонным этим. Все. Один к другому. Мамки тоже нет. Малыши мои. Да, я понял. Ты очень серьезно. Да, очень злой кот. А ты тоже шипишь? Ты же тоже начал шипеть? Ну, они же вдвоем. А что, теперь вы вдвоем? Теперь грозные, да? Смелые теперь. А что попой ко мне, а мордой туда? А, если вы такие смелые. Ну, повернись ко мне. Ай, ушатый. День первый. Приключения. Знаете, что еще самое интересное? Что когда я забирал первого котенка, второй малыш сидел по бетону. В той же дырке. Я просто его не заметил. Там такое было место, что я даже не мог подумать, что туда может залезть котенок. Но он был там. Это я уже увидел, когда пересматривал записанное видео. На видео было видно кусочек торчащей попы под бетоном. Это были две девочки, которых мы назвали Зося и Дульсинея. Ну или Дуся. Кстати, имена им придумали мои друзья-подписчики из Инстаграм. Я выложил фотографию и попросил придумать имя. Мне прислали, наверное, больше 100 разных вариантов имен. Мы выбрали Зося и Дуся. Но не переживайте, другие варианты я буду обязательно использовать для следующих найденышей. Малыши были дома, они были в безопасности. Мы накормили их мягкой едой. Я думаю, что это была первая еда после маминого молока. Они не умели кушать, все время залазил лапами в тарелку. Но ничего страшного, они же малыши. Обязательно надо лапой стать в тарелку. И одна, и вторая. Лапу в тарелку, морду в тарелке, как два маленьких поросенка. Ну что такое? Это все. Да. Вся лапа грязная. Ну что ты будешь делать с тобой? Ой. Не страшно, отмою. Маленькие чучки. Когда кормили, обнаружили, что у нас осталась последняя банка паштета для котят. Мне нужно было поехать купить им еще еды. Мы обзвонили все места, где можно было купить консервы для котят. Нашли только в одном месте, и то только 8 банок. Пришлось ехать в другой город. Сегодня, когда обзванивали все магазины и клиники ближние, для того, чтобы узнать, есть ли у них паштет для котят, для маленьких, нашли только в одном месте. Самая большая клиника, у них практически всегда все есть. Она пошла, посмотрела и говорит, есть только 8 банок. Я ей говорю, хорошо, ты можешь оставить их в сторону, я сейчас приеду. Она сказала, да, хорошо, взяла, значит, унесла в сторону, типа, 8 банок, только больше нету. Я говорю, хорошо. Значит, приезжаю туда, она выносит мне, значит, выносит мне вот такой ящик. Вот такой ящичек. И сверху 8 банок. Я беру, значит, а тут поднимаю. А там еще целый ряд, еще 12. В общем, забрал все, потому что всегда пригодится. Всегда есть малыши, или всегда надо кого-то выкармливать, лечить. Поэтому забрал все, что есть. Они его очень любят, и он специально для котят. Все, еду обратно, доеду кормить своих новых котяток маленьких. Хорошие такие, все будет хорошо, будут жить, все будет нормально. Все, еду обратно. Малыши были целенькие. Единственное, что у Дуси, у нее на лапе был как будто бы старый порез, который уже зажил, но он был все равно какой-то немного напухший. Он ее абсолютно не беспокоил, но мы все равно решили на следующий день повезти ее к врачу. На следующий день мы отвезли ее к доктору. Доктор посмотрел рану, обработал, дал мазь, сказал ничего страшного. Через несколько дней опухоль спала, а с лапой все было хорошо. Мы приготовили для них место, где они будут спать в ближайший месяц, пока не окрепнут. Малыши жили в манеже для котят. У них была вода, лоток и теплый дом-конвертик. Вот. 2 ушастых, 1. Манежики, и вон второй. Здравствуйте. О. И те, которые вчера шипели. А сейчас они не шипят.
Первое время мы выпускаем малышей играться в пределах одной комнаты. И обычно берем кота Рысика к ним. Он у нас самый главный по воспитанию котят. Всегда все малыши его очень любят. Наверное, потому что с ним можно сделать все, что угодно. Лазить под нему, кусать за уши, за лапы. Рысик никогда не обидит. Он у нас самый главный усатый нянь. Прошло время, малышам было уже по 2 месяца, они были абсолютно здоровы, и теперь можно было начинать искать им дом. Мы, как обычно, сделали для каждой несколько фотографий, составили объявление и опубликовали в интернет. Для Зоси мы нашли дом почти сразу, а вот для Дуси искали целый месяц. Ну, это не страшно, просто не было подходящих людей. Зато теперь они живут в прекрасных семьях, у них замечательные семьи, которых очень любят. У Дульсинеи даже есть теперь своя собака. И кот, рыжий. Теперь они неразлучные друзья. В общем, все с малышами хорошо. Сегодня мы везем Зосю в новый дом. Сейчас я достану ее. Зоська, иди ко мне. Иди ко мне. Вот она. Она ничего не боится. Кошка очень мелкая. Не бойся, не бойся, не бойся. Только сказал, что ничего не боишься. Вот она. Вот она. Зося. Вот такая вот. Как мышь из муки. В общем, как обычно, по традиции. Значит, Зося, слушай меня внимательно. Диваны не рвать, писать только в коробочку, слушаться маму и папу, быть хорошей девочкой. Ты все поняла? Все? Ну что такое? Все. Вот такая красавица у меня. Вот. Зося едет домой, ура! Зося. Всё, поехали. Сегодня мы везем Дульсинею в новый дом, к новой маме и папе. Вот она, красавица. Не бойся. Не бойся. Вот она, красотка. Тихо. Не бойся, вот она. И по традиции, значит так. Диваны... О, шипишь на меня, ты что? Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу, быть хорошей девочкой. Все поняла? Все? О, вот такая красотка. Это Дульсинея. Ну или просто народе Дуся. Да, все, едем. Котята попали в очень хорошие семьи, очень хорошие люди. Большое вам спасибо, что вы заботитесь о малышах. Вот так закончилось приключение 2 маленьких котят, которых зовут Зося и Дуся. Ну и наше приключение тоже. Все с ними хорошо, за них теперь можно не переживать. Старайтесь по возможности помогать бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем, берегите себя. Всем пока.